вкусная, ароматная. Ну, необыкновенно просто. Такая смакота. Это аджика. Смотрите, какая она красивая у меня получилась. Если хотите, смотрите дальше до конца, и вы увидите и сам рецепт, и как я готовлю необыкновенно ароматную аджику с добавлением одного очень интересного ингредиента, который я уже с прошлого года начала активно использовать при заготовках. Ну что ж, начнем. Морковь аджике придает очень красивый цвет и такой нежный пастовый вкус. Поэтому я сначала чищу, мою и вот такие кружочки нарезаю и укладываю их в кастрюлю, где немножечко водички ставлю на огонь. С момента закипения 10 минут прокипят эти кусочки, чтобы они легко в блендере перерабатывались. Также мне понадобится красный перец. Я вот такой у меня сорт есть в этом году. Он тонкий. И вот этот, конечно, лучше уже созрел. Красный, именно красный и с меньшей мякотью, для того, чтобы было меньше времени вываривать воду. И вот таких 4 колокольчика, уже красные, но с них выбираю семена все равно. И сейчас очищу. Очищенных перцев красных мне нужно ровно килограмм. Сладкий перец помыла, почистила и порезала вот на такие кусочки, чтобы удобно было измельчать в блендере. Вот уже первая партия измельчена. Вот такие кусочки, мелкие-мелкие, нежные, вот такие получаются сладенькие красные перчики. Итак, все измельчаю. И измельченный перец помещаю в свой старый еще бабушкин казан, которому очень много лет, но в нем очень хорошо готовятся все соусы, различные аджики, лечо и так далее. Итак, перец уже измельчен. Теперь приступаем к помидорам. Ну и один из главных ингредиентов вот этой аджики — это помидоры. Я беру вот именно Белфорд красные. Они плотные, они мясистые, такие рассыпчатые. И большая масса в них такая, и меньше всего здесь воды. Поэтому очищаю сейчас томатики и буду измельчать снова же на блендере. Мне 3 килограмма надо вот таких очищенных, готовых к тому, чтобы их готовить, томатов. Вот хочу показать еще раз. Вот он такой Белфорд. Очень красивый, рассыпчатый, красный томат. Именно для аджики нужны вот такие плоды. Спелые, ароматные и сладкие. Ну и вот мы их тоже отправляем сейчас в блендер. И будем измельчать и отправлять в казан. Вот такая красивая густая масса томатов у меня получается после измельчения. Сюда же в казан отправляются уже измельченные все томаты. Ну а теперь очень важный момент. У меня уже морковь 10 минут проварилась, стала вот такой мягенькой. Я ее тоже сюда отправляю в блендер и измельчаю. Если бы я ее сырой делала бы, она бы была бы жесткой и варилась бы с томатом, тоже оставалась бы очень долго жесткой, а мне же хочется, чтобы была аджика нежная, очень вкусная. Поэтому вот уже она проварилась чуть-чуть, вот она легко ломается, 10 минут достаточно, остыла. Ее тоже измельчаем и отправляем в казан. Смотрите, нежный, красивый такой цвет оранжевый. И измельченная хорошо морковь тоже отправляется в казан. А тем временем у меня уже на очереди стоят яблочки, лежат в миске собранные. Эти яблоки очень ароматные, вот они в августе нас поспевают. Необыкновенный аромат и вкус, и они рассыпчатые. И мне понадобится чистого веса где-то 600 граммов беру вот этих яблок. Сейчас буду их чистить и тоже измельчать в блендере. Яблочки нарезаю кусочками. Вот такие они замечательные. И я их в последнюю очередь сюда в казан отправляю и измельчаю, потому что они, если бы я вначале сделала, они бы потемнели. А мне хочется получить очень нежную, красивую массу аджики. Ну что ж, измельчаю и в казан. Яблочки измельчены и уже в казане. А теперь казан можно
полностью включать газ на всю и устанавливать, варить. Конечно, у меня очень густые, видите, и томаты, и перец с меньшим количеством сока, сухих веществ больше, конечно, поэтому у меня он сразу густой такой, но все равно будем варить час сначала вот в такую массу, час уваривать. Пока аджика готовится кипеть, я приступаю к чистке чеснока. Мне понадобится 300 граммов чеснока. Вот на это количество вот этих прекрасных овощей. Кипит, кипит, томится будущая аджика. Так, надо меньший огонь сделать, иначе пригорит. Вот такой у меня густая масса получилась. Прошел час, вот такая уже густая масса. Продолжаю варить, а тем временем уже у меня очищенный чеснок дожидается своей участи. 300 граммов чеснока тоже заправляю в блендер. Здесь его и измельчу. Прекрасно, в блендере очень быстро измельчается все, что сюда сложишь. Ну и теперь отправляем ко всем остальным овощам, которые варятся в казане. Теперь добавила в казан чеснок, 1 столовую сверху ложку соли, сюда же 4 столовые ложки сахара, 100 миллилитров уксуса. У меня получилось, что не хватило обычного 9% уксуса, я добавила чуть-чуть яблочного. Яблочный тоже дает очень хороший вкус. Итак, 100 миллилитров уксуса. Теперь это все перемешиваем и варим. И остается добавить еще 100 миллилитров подсолнечного масла, рафинированное, на консервацию рафинированное использую. Вот теперь с этого момента закипает, и еще полчаса на медленном огне, когда уже сильно закипит, буду продолжать варить до готовности. Тем временем у меня готовятся уже банки. Они помыты содовым раствором, а также ошпарены кипяточком. Так же самое помыты крышечки. И сейчас я их буду устанавливать в кастрюльку с водичкой, чтобы они готовились к кипячению. Есть еще один ингредиент, который я начала использовать, и он мне очень нравится. Это агар-агар, это вытяжка из водорослей пектин. Натуральный, природный, вместо желатина. Но уже конец у меня варится. Еще аджика. Мне хочется, чтобы оно было такая консистенция, как желе. Поэтому я беру еще ложку сахара и перемешиваю вместе с агар-агаром. И потихонечку буду вводить и перемешивать. Что ж, пришло время попробовать. Так, нужно еще чайную ложечку соли. Сейчас добавлю соль еще. В общем, надо пробовать всегда, для того, чтобы по вкусу приготовить очень вкусную эту аджику. Я ее не пересаливаю, но и не досаливать нельзя. Должно быть все в меру. Ну вот и чеснок полчаса прокипел, и я сейчас буду уже закрывать. Если нет агара, не страшно, 1,5 часа тоже достаточно для того, чтобы приготовилось. Просто именно благодаря агару, вот сколько я с ним уже начинаю работать, и консервация более нежнее получается, и сохранность лучше. Ну и для здоровья самое главное, это заменитель желатина животного. Это природный желатин, который очень хорошо влияет на все наши органы. Так что по мере возможности в интернете это можно купить, и в магазинах сейчас это есть. Ну а я сейчас уже закрываю, чашка у меня прокипела вместе с аджикой, и теперь в баночки пол-литровые и закрываю закаточным ключом. Так, я закрыла, у меня получилось 6 пол-литровых баночек. Вот, еще осталась мисочка, потому что мне не простят мои, когда узнают, что я приготовила аджику и не оставила ее. Ну и вот уже второй кусочек хлеба я намазываю. Вот так оно выглядит, красиво, очень вкусно.
А почему невкусно может быть? Ведь это все домашние овощи, которые мы выращиваем с вами. Ну а если у вас нет овощей своих, покупайте и закатывайте. Готовьте на зиму, зима строго будет спрашивать. Ну что ж, всего доброго, до новых встреч в новых видео. А вам желаем приятного аппетита и вкусных заготовок.